Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Треск, грохот и стук. Пеппа и ее друзья сейчас в детском саду. Сегодня, детишки, мы познакомимся с инструментами, которые трещат, грохочут и стучат. Ура! Сначала выберите по инструменту из музыкальной комнаты. Я взял барабаны. Они называются бонго, Дэнни. По ним нужно бить руками. Вот так. А у меня плоский бонго-барабан. Это у тебя Бойрон. Он из Ирландии. По нему бьют маленькой палочкой вот так. А я взял тамбурин. Очень хорошо, Педро. Его еще можно трясти вот так. Я взяла большой барабан. Большая бас-бочка. Я не знаю, как это называется, но он скрипучий. Это Кэнди называется гуиро. Он приехал к нам прямо из Южной Америки. Ух ты! Как он попал сюда? Я привезла его с собой из отпуска. А это что? А это маракас. Я привезла их с собой из отпуска из Испании. А это треугольник. Мой папа продает их наборами по 10 штучек. Спасибо, Фредди, я это запомню. Не нужно ехать в отпуск, чтобы привезти их. Спасибо. А это что? А это кастаньеты. Мой папа продает их наборами по 5 штучек. Спасибо, Фредди. Оле! Вот как нужно играть на кастаньетах. Потренируйся, Эмили. А мне обязательно танцевать? Нет, просто извлекай из них цокающий звук. Я вижу у Ребекки цимбалы. Да. Вы знаете, как ваши инструменты звучат, и мы можем сыграть на них все вместе. Приготовились? Внимание, марш! Стоп, стоп, стоп! Это совсем не музыка, это всего лишь шум. Кто угодно может бить и грохотать, но чтобы извлечь музыку, нужно слушать друг друга, а еще соблюдать ритм. Мадам Газель, я не могу извлекать музыку, слушая других. Ты можешь хлопать? Да. Раз можешь хлопать, сможешь и музицировать. Девочки, повторяйте за мной. И мальчики. Мадам Газель превратила хлопанье в музыку. И стоп. А теперь мы поучимся играть на инструментах все вместе. Родители пришли забрать своих детей. Вы как раз вовремя. Позвольте представить оркестр треска, грохота и стука. Ура! Детишки приготовились. Внимание! Начали! Браво! Возможно, кто-то из моих старых учеников присоединится к нам. Ищите свои инструменты, детишки. Да, мадам Газель! Мадам Газель учила всех мам и пап, когда они были маленькими. Это довольно трудно, папа, но играть нужно вот так. Давай посмотрим, не разучился ли я. Папа, ты умеешь играть на барабанах? Я большой специалист по барабанам. Хорошо трещите, грохочите и стучите. А теперь мелодия. Мой папа умеет трещать, грохотать и стучать. Чемпион папа свин. Пеппа и ее семья смотрят спорт по телевизору. Это прыжок в длину. Это новый мировой рекорд.
мировой рекорд. Значит, ты делаешь что-то лучше всех в мире. Ты становишься чемпионом, а твое имя попадает в книгу. Здесь есть чемпионы по бегу, по прыжкам, по плаванию. Жалко, что тебя нет в этой книге, папа. Я есть в этой книге. Правда? Да, папа Свин чемпион по прыжкам в луже. Ух ты! Еще никто меня не победил и вряд ли когда-нибудь победит. Следующее состязание – прыжок в лужу. Получилось очень много брызг. Вообще-то, кажется, да, это новый мировой рекорд. Ой, Папа, ты уже перестал быть чемпионом. Все ужасно огорчатся. хо-хо. Я уверен, что все беспокоятся о более важных вещах. Папа Свин, твой мировой рекорд побили. Все хотят, чтобы ты снова стал чемпионом. Это очень важно. Серьезно? Да! Хорошо, я им стану. Завтра же. Но я должен снова потренироваться прыгать в грязные лужи. Все и так умеют прыгать по грязным лужам, папа. Но не все становятся чемпионами, Пеппа. Папа Свин – настоящий мастер. Папа, ты будешь тренироваться прыгать вверх и вниз? Нет, Пеппа, я должен стать единым целым с лужей. Что? Чтобы прыгнуть в лужу, я должен думать, как лужа. Тебе нужно тренироваться в беге? Нет, Тебе нужно делать отжимания? нет. Мне нужно поспать и увидеть во сне лужи. Настал день большого прыжка по лужам. Папа Свин надел специальный прыгательный костюм. Я не могу найти свои золотые бутсы. Я отдала эти старые бутсы дедушке работать в саду. Мои счастливые золотые бутсы носить как садовые ботинки. У тебя есть другие. Это не одно и то же. Алло. Дедушка, помнишь старые ботинки, что я тебе дала? Да. Папе они нужны очень срочно. Ты хорошо за ними ухаживал? Я их часто поливал. Дедушка Свин выращивает помидоры в папиных счастливых бутсах. Они нужны нам для прыжков по лужам. Я понял. И приеду туда. Все собрались посмотреть, как папа Свин прыгнет в лужу. Прошу, встречайте всеобщего любимца, мистера Картошку. Удачи вам, папа Свин. О, ну где же ваши счастливые бутсы? А вот и они. Спасибо, дядушка Свин. Они пахнут помидорами. А сейчас прыжок в лужу папы Свина. Папа Свин задумался. На старт! Внимание! Марш! Я должен стать единым целым с лужей. Я должен сам стать лужей. О! И лужа пропала! Лужа попала сразу на всех нас! Папа Свин стал единым целым с лужей. Все стали единым целым с лужей. Это новый мировой рекорд! Чемпион папа Свин! А это кто? Я свинка Пеппа. Когда-нибудь я тоже стану чемпионом по прыжкам в луже. Я ее тренирую. Тренироваться у мастера. Чему ты научилась? Если ты прыгаешь по грязным лужам, то всегда нужно надевать бутсы. Болтушка. Стоит чудесный солнечный день. Овечка Сьюзи пришла поиграть с Пеппой. Здравствуй, Сьюзи. Здравствуй, Пеппа. Пеппа и Сьюзи – лучшие подруги. Угадай, что со мной случилось вчера? Вчера я ходила на утиный пруд и видела миссис Утку. А я вчера? А потом я пошла в магазин с мамой. И мы купили хлеб, морковку и... Что с тобой? Ты слишком много болтаешь. Все время. Тра-та-та-та-та. Прямо вот так. Тра-та-та-та. Мама, Сьюзи сказала, я много болтаю. Да, ты правда, настоящая болтушка, Пеппа. Болтушка. Правильно. Болтушка здесь, болтушка там.
болтать? Ты вообще никогда не умолкаешь. Я запросто могу замолчать, если захочу. Нет, не можешь. Нет, могу. Не можешь. Нет, могу. Не можешь. Ну, хватит. Я никогда больше с тобой не заговорю. Привет, Сьюзи. Привет, Пеппа. Привет, Зои. Ты хорошо выглядишь. Вот спасибо, Сьюзи. Это все мое новое платье. А почему ты не разговариваешь, Пеппа? Да, почему ты не говоришь, Пеппа? О, это дурацкая игра. В какую игру ты играешь? Сьюзи сказала, что я болтушка, и что я не могу помолчать. Но ведь ты и сейчас не молчишь, правда же? Так, я больше никогда в жизни не буду говорить. С этого момента. Всем привет. Привет, Дэнни. Привет, Дэнни. А что случилось с Пеппой? Она не разговаривает. О, кто хочет винограда? Я хочу. Я хочу. Нельзя кивать головой, это нечестно. И нельзя моргать. Привет, ребята! Привет, Педро! А что случилось с Пеппой? Она больше никогда не будет говорить. Почему? Просто она слишком много болтает. Я не слишком много болтаю. И вообще, ты вечно ходишь вот так. О, смотрите на меня, я овечка Сьюзи. Видишь, я права. И говоришь ты так. Микки-маки, бу-бу-бу. Это на меня не похоже. Немножко похоже на тебя, Сьюзи. Ты такая же шумная, как и я. Я могу и помолчать. Это не так-то просто. Это не так уж сложно, Пеппа. Хорошо, тогда попробуй. Давайте все попробуем. И покажем моей маме. Мама, мы будем вести себя тихо. Очень тихо. Так тихо, что вы услышите, если что-то упадет на пол. Тихо, как мышки. Но сейчас вы совсем не тихие, от вас ужасно много шума. Мы можем замолчать, как только захотим. Постарайтесь все замолчать на счет 3. 1, 2. Я не готова. Ладно, можно. По команде. На старт. Внимание. 3. Привет! Я дома! О, а я думал, что дом пустой. Просто Пеппа и ее друзья играют в молчанку. Это не игра. Это сложная работа. О, Пеппа. Пеппа не может заставить себя замолчать. О, папа. Я думаю, что я, наверное, болтушка. Это совсем не так уж и плохо, Пеппа. Говорить хорошо. И вообще, я думаю, ты специалист по разговорам. Правильно. Я большой специалист по разговорам. Я тоже специалист по разговорам. Нет, неправда. Это я тут болтушка. Я большая болтушка, чем ты. Хо-хо, вы просто одинаковые. Это правда. Поэтому мы лучшие подруги. Болтать, болтать, болтать. Пеппа любит болтать. Сьюзи любит болтать. Все любят болтать. Фургон мистера Лиса. Стоит чудесный солнечный день. Пеппа играет со своими друзьями. Это лисенок Фредди. Привет, ребята. Здравствуй, Фредди. Давайте скатимся по большому холму. Доброе утро, мистер Лис. Уже давно день, мистер Свин. Как день давно? Так скоро? Наверное, часы стоят. Мой магазин продает разные часы. Сейчас я посмотрю, что лежит в фургоне. Одни напольные часы. Они великоваты. Хороши, правда? Вообще-то они идут набором в 3 штуки. О! У кого самый громкий звонок? А у меня нет звонка. Оу! Но у моего папы есть звонки в багажнике фургона. 3 часов — это гораздо лучше одних. Папа, у тебя есть звонки для велосипеда? Сколько тебе нужно, сынок? Мне нужен всего 1. У меня коробочки по 2. Теперь у лисенка Фредди 2 звоночка.
Отлично! Спасибо, папа! Папа дал мне 2 звонка. Ух ты! А что еще есть у твоего папы в фургоне? У него там есть все. Во что сейчас сыграем? Давайте устроим соревнование. А победитель получит большой блестящий кубок. Но где нам взять этот кубок? Да, где нам взять этот кубок? Я посмотрю, что можно сделать. Иметь собственную бетономешалку хорошо тем... Папа, у тебя есть большой блестящий кубок для победителя велосипедной гонки. А насколько важна ваша гонка? Она для нас очень важна. Такой пойдет? Ух ты, спасибо, папа. Он золотой. Да, это пластиковое золото. Вот кубок победителя. Он из пластикового золота. Ух ты! В фургоне твоего папы действительно есть все. Да. Поехали до дома Пеппы. На старт, внимание, марш! Нажмите на кнопку, и прибор просто исчезнет. О! А если нажать на эту кнопку, можно слушать музыку. Все друзья пришли к финишу вместе. Вы все победители. Но у нас только один кубок. В моем фургоне найдутся кубки для всех. Ура! Мистер Лис, а есть что-то, чего нет в вашем фургоне? Проверьте. У вас там есть банджо? 4 или 5 струн? У вас не найдется дерева в фургоне. Яблоко или груша? Наверняка у вас в фургоне не будет ракеты. В наборе по 5 штук. А как насчет курицы? 1 курица. Фургон у мистера Лиса волшебный. Это супер фургон. Да, он такой. Идем, Фредди, нам пора домой. Пока. До свидания, ребята. Пока. А у вас есть замок с сокровищами? Да, Садовый навес. да, у меня там есть все. Ой, у меня нет бензина. У мистера Лиса в фургоне есть все, кроме бензина. Мне нужно на заправочную станцию. Я бы вас дотащил, но у меня нет троса. О, тросов у меня много. Они в наборах по 5 штук. Можно мы тоже поедем? Ха-ха, почему нет? Папа Свин тащит фургон мистера Лиса на заправочную станцию. Взрослые друзья Хлои. Пеппа и ее семья едут навестить кузину Хлою. Я люблю играть со старшей кузиной Хлоей. Хлоя! Хлоя! Ой, Хлоя! Привет вам. Это мои друзья Бельчонок Саймон и медвежонок Белинда. Можете звать меня Сай, сокращенно от Саймона. А я просто Би. Это сокращенно от Белинда. А я Пеппа. Мы будем звать тебя Пеп. О, а это Джордж. Мы будем звать тебя Джо. О, а ты не говорила, что твои кузены малыши, Хлоя. Я вам совсем не малышка. Вы оба очень маленькие. Я уже большая. Это Джордж маленький. А давайте сыграем в игру. Да, давайте поиграем в прятки. Мы уже не играем в такие детские игры. Мы уже почти взрослые. А как насчет игры в «да» и «нет»? Что такое игра в «да» и «нет»? Я задаю вопросы, а вы отвечаете. Какая же это, по-твоему, игра? Вы не должны говорить ни «да», ни «нет». Слишком просто. Значит, ты согласен сыграть? Да. Ага, ты сказал «да». Так нечестно. Я был не готов. Би, а ты готова? Да. Ага, я снова выиграла. Пеппа очень хорошо играет в игру «Да» и «Нет». А мне можно задавать вопросы? Разумеется. Ты не возражаешь, если я буду задавать вопросы? Я не возражаю. Я когда-нибудь заставлю тебя сказать «да» или «нет»? Я так не думаю. Ой, я сдаюсь.
Почему это ты всегда побеждаешь? Объясняю, потому что я не говорю ни да, ни нет. Я выиграл. Ты сказала да и нет. Это забавно. Поиграем в другую игру. Вы когда-нибудь играли в сардины? А что это? Кто-то прячется, а мы стараемся его найти. Это очень похоже на игру в прятки. Но когда вы его находите, вы помалкиваете и прячетесь в том же месте, пока все там не спрячутся. Прямо как сардины в банке. Хорошо, давайте попробуем. Джордж, ты прячешься первым. Раз, два, три. Джордж ищет, где бы спрятаться. 9, 10. Кто не спрятался, я не виновата. Джордж, я вижу твой хвостик. Пеппа прячется с Джорджем. Подвинься, Джордж. Я нашла вас. Теперь Хлоя должна втиснуться к Пеппе и Джорджу. Подвиньтесь. Вот вы где. Теперь Белинда должна втиснуться туда же. Потеснитесь. Мы прямо как сардины в банке. Куда же все подевались? Сюрприз! Может, хватит нам уже носиться? Да, давайте просто расслабимся. Расслабимся? А что это? Мы просто посидим и поболтаем о разном. Я люблю болтать. Ла-ла-ла. Давайте говорить о музыке. Я люблю музыку веселую. Я люблю музыку красивую. Я люблю музыку громкую. Мы совсем не любим музыку для детишек. А ты какую музыку любишь, Пеппа? Я люблю эту. Она ужасно взрослая. Лоб, плечи и коленки, коленки. Лоб, плечи и коленки, коленки. Глазки, ушки, ротик, носик. Лоб, плечи и коленки, коленки. Лоб, плечи и коленки. Пеппа, Джордж, нам пора ехать домой. Вы скоро снова увидите Хлою. Я приеду к вам домой через неделю, Пеппа. Можно нам тоже приехать? Можете приехать, но мы будем играть в игры. Нам понравилось играть в игры с Пеппой и Джорджем. Играть в игры — это все равно весело. Даже если ты почти взрослый. Урок физкультуры. Сегодня Пеппа и ее друзья идут в спортзал. Проверим, все ли сегодня надели спортивную форму. Педро надел костюм супергероя. Педро, где твоя спортивная форма? Она дома. Я думал, что у нас день костюмов. Идите за мной, дети. Это спортзал, куда мама и папа приходят тренироваться и получать удовольствие. Вам всем весело? Да, очень весело! Сегодня ваш учитель физкультуры дедушка Кролик. А где он? Здравствуйте, дети! Вы готовы размяться? Да, дедушка Кролик. И мы должны это делать. Нет, это только для больших спортсменов, как я. Не для маленьких исследователей, как вы. Мы не исследователи. Я сделаю из вас исследователей. А ты? Ты похож на супергероя. Это понарошку. Понарошку — это хорошо. Так, начнем разминку. Все на месте, бегом марш. Машем руками. И потянулись. Тянемся. Дрожим, как желе. И отдыхаем. Мы размялись, теперь можно начать. Что начать? Ваше приключение! Представьте себе, что этот зал — джунгли. Он не похож на джунгли. Где деревья? Вопросите их. Деревья, дождь, быструю реку у ваших ног. Ваше первое приключение — перейти через реку по этому бревну. Да это легко. Но сейчас ночь, и дует ветер. Что? Так было со мной. Ночь была темная и ветреная. Я путешествовал.
готовы? Но здесь нет ветра, и сейчас не ночь. Вообразите это! Все перешли воображаемую реку успешно. Молодцы, мои маленькие исследователи! Что дальше, дедушка-кролик? Ваше новое приключение — перелететь на веревке над этой трясиной, полной крокодилов. Я не вижу никаких крокодилов. Нужно представить. Пусть эти крокодилы знают, кто главный. Уходите, противные крокодилы. Вот это правильно! А вы пролетали на веревке над крокодильем болотом? Конечно, пролетал! Вы их боялись. Не так, как они боялись меня! О-о-о-о-о-о! Готовы? Не забудьте издать клич! Все перебрались через воображаемую крокодилью топь успешно. Молодцы! Какое у нас следующее приключение? Это конь! Большие спортсмены прыгают через него вот так! Но вы можете притвориться, что это динозавр, и проползти у него между ног. А вы ползали между ног динозавра, дедушка-кролик? Да, однажды я шел через джунгли и наткнулся на затерянный мир динозавров. Вот и все. Вы выбрались из джунглей. Вам понравился урок физкультуры, дети? Да, мадам Газель. Теперь они настоящие маленькие исследователи. Мы перешли через реку и перелетели через крокодилов. И проползли под динозавром. Мне очень нравится урок физкультуры с дедушкой-кроликом. Куст ежевики. Пеппа и ее семья в гостях у бабушки-свиньи и дедушки-свина. Сегодня я испеку яблочный ежевичный пирог. Вкусно! И вы, храбрые исследователи, должны пойти за фруктами. Хорошо, бабушка. У нас есть корзины для яблок. И еще ведерки для ежевики. Сначала легкая часть. Соберем яблоки. На счет 3 трясите дерево. Раз, два, три. А теперь за ежевикой. А может, мы сделаем пирог только из яблок? Но ежевика тоже вкусная, дедушка. Ладно, теперь за трудную работу. Вот это ежевичный куст. Он здесь с тех пор, как я была маленькой свинкой. Это сорняк-переросток. Надо было давно его выкорчевать. Дедушка, за что ты его так не любишь? Мне не нравится, как он на меня смотрит. Глупый дедушка, это безобидный куст. И он усыпан чудесной ежевикой. Джордж заметил очень крупные сочные ягоды. Ой. Осторожно, Джордж, ты можешь запутаться. У меня есть палка, чтобы дотянуться до ягод наверху. Умный дедушка. Но лучшие ягоды на самом верху. Поэтому я принесла лестницу. Но не наклоняйся слишком сильно, мама. Не волнуйся, я залезаю на этот куст с тех пор, как была девочкой. Да, но ты уже не девочка. Я знаю, что делаю. Ну вот, мама-свинья упала в ежевичный куст. Мама, ты можешь выбраться? Нет, я застряла. Ты застряла в колючем кусте, как спящая красавица. Что? Жила-была принцесса по имени Спящая красавица. Однажды она заснула в колючем кусте и осталась там на 100 лет. Да, это хорошая сказка, Пеппа. Это овечка Сьюзи. Здравствуй, Пеппа! Здравствуй, Сьюзи! Моя мама застряла в кусте ежевики и останется там на 100 лет.
как спящая красавица. И ее спасет прекрасный принц, который поцелует ее. У моей мамы настоящее приключение. Вот бы у моей мамы были такие приключения. Кто-нибудь придумает, как вытащить меня отсюда? Не волнуйся, мама. Через 100 лет тебя обязательно спасет прекрасный принц. Я буду прекрасным принцем. Дедушка Свин, можно взять твои садовые ножницы? Конечно, можно, отважный сэр, папа Свин. Отойдите все. Ну-ка, получай, колючий куст. О, мой принц! Моя принцесса. Вы должны были остаться там на 100 лет. Мне этого хватило, спасибо. Смотрите, мама, ежевичный куст. Я думал, что такое случается только со мной. Стой, мы соберем с тебя урожай. Отнесем все эти ягоды бабушке. Бабушка, бабушка, у мамы было приключение. А потом мама упала в куст. Она выглядела так смешно. Она кричала: «А-а-а! Помогите, на помощь!» А потом пришел папа и спас ее. Конец. Спасибо, Пеппа. Думаю, мы достаточно слушали твою историю. Но она смешная. Я больше никогда в жизни смотреть не буду на ежевику. И ты не хочешь моего яблочно-ежевичного пирога? Ну, вкусно. Мама-свинья любит яблочный ежевичный пирог. Все любят яблочный ежевичный пирог. Гончарная мастерская. Пеппа и Джордж играют дома у зебры Зои. Малыши Зузу и Заза лепят джунгли из пластилина. Джордж сделал из пластилина динозавра. Пеппа и Зои устроили праздник для кукол. Здравствуйте, мистер Обезьяна. Не хотите ли чашечку чая? Обезьяна говорит «да». А где волшебное слово, мистер Обезьяна? Это значит «пожалуйста». Ой, у нас же нет чайного сервиза. Мы можем сделать чайный сервиз из пластилина. Да. Джордж, можно взять у вас пластилин, пожалуйста? Нет. Зузу и Заза, нам нужно сделать сервиз для чая. Нет. Вы можете помочь нам сделать его. Я сделаю чайник. А мы сделаем чашки. Вот, теперь обезьяна может пить чай. Ой, чайник слишком мягкий. Настоящие чайники не мягкие. Моя мама делает настоящие чайники. Она занимается гончарным делом. Мама, помоги нам сделать чайный сервиз, пожалуйста. Чашечками и чайником, куда можно налить настоящую воду. Хорошо, идите со мной. Здесь миссис Зебра делает глиняную посуду. Давайте сделаем вам сервиз. Что это? Глина. Так начинают делать все гончарные изделия. Но она же мягкая, как пластилин. Она должна быть мягкой, чтобы лепить ее, но потом она уже не будет мягкой. О! Мама Зебра делает чашку на гончарном круге. Вот одна чашка. Ух ты! Оказывается, это легко. Хочешь попробовать? Да, пожалуйста. Она такая скользкая. Ой, ничего не вышло. Сделать чашку на гончарном круге непросто. Есть и более легкий способ сделать чашку. Сначала раскатаем из глины длинного червяка. Вот так. Это червячок. Я смешной червячок. Я смешной червячок. Сделан я из глины. Чем займусь я ныне? Я смешной червячок. Потом мы сворачиваем его вот так. Она немного неровная. Теперь я выровняю ее. Смотри. И добавлю ручку.
чашка! Теперь у нас 2 чашки. Да, но для сервиза нужно больше 2 чашек. Мы все сделаем чашки. Динозавр. Джордж сделал динозавра. Он всегда делает динозавров. Грррр. О, какой страшный динозавр. Теперь нужно обжечь сервиз в печи. Печь обжигает глину и делает ее твердой. Сервиз должен быть готов. Ура! Раскрасим чашки. Дети раскрашивают сервиз в красивые яркие цвета. Сервиз готов. Теперь можно устроить чаепитие. У нас у всех есть чашки. Ой, мы забыли сделать чайник. Идея! Динозавр Джорджа может быть чайником. Да, давайте нальем в него воду. Это лучший чайный сервиз на свете. Все знают, что в лучших чайных сервизах есть динозавр. Чайник. Бумажные самолетики. Папа Свин собирается на работу. Хорошо. Это все нужные мне бумаги. Пока. До свидания, папа. Мама, можно нам что-нибудь сделать? Да, что вы хотите сделать? Динозавра. О, Джордж, ты всегда говоришь динозавр на все. Давайте сделаем самолет. Джордж любит самолеты. А можно сделать самолет, который летает? Да, нам нужна только бумага. Мы знаем, где бумага. В кабинете много старых бумаг. Вот бумага. Прекрасно. Мама-свинья собирается сделать бумажный самолет. Сложите лист пополам. Теперь сложите внутрь углы с одного конца. Сложите углы еще раз, чтобы получилось острие. Потом согните по сторонам вот так. Бумажные самолетики. Посмотрим, как они летают. На старт, внимание, марш! О, Самолетик мамы-свиньи залетел на дерево. моя очередь. Уи! Самолетик Пеппы сел в цветочный горшок. Твоя очередь, Джордж. Самолетик Джорджа сделал оборот и приземлился в утином пруду. Давайте сделаем большой самолет. Нам понадобится очень большой лист бумаги. Вот большой лист синей бумаги. Пеппа и Джордж сделали большой синий самолет. Папа Свин! Всем здравствуйте. Ты должен быть на работе. Да, но я забыл дома очень важные бумаги. Папа, мы делаем самолетики. Мы сделали вот какой большой. Ух ты, фантастика! Его должен бросить кто-то большой и сильный. На старт, внимание! Марш! Большой синий самолет летит очень высоко и очень далеко. Он все летит и летит. До свидания, самолет. Хо-хо, до свидания! Теперь я должен найти мои важные рабочие бумаги. Кто-нибудь видел в доме листки бумаги? Может, тебе лучше пойти со мной? Это одна из твоих важных бумаг. Да, это одна из них. И это тоже из твоих важных бумаг, папа. Да, спасибо, Пеппа. А почему мы у утиного пруда? А, понятно. Спасибо, миссис Утка. Теперь не хватает только большого синего чертежа. Он большой и синий? Как самолет, который ты бросил далеко-далеко, папа. Ой, Которому мы сказали до свидания. да, пожалуй, я позвоню в офис. Это офис папы Свина.
Алло, папа Свин, вы нашли бумаги? Я нашел некоторые. Нам нужен только большой синий чертеж. С этим могут быть проблемы. Папа забросил его далеко. Забросил его? И он все летел и летел. О, он здесь! Он приземлился на моем столе. А? Прекрасная мысль! Сделать из него бумажный самолет и бросить нам. О, да, ну, я вообще-то мастер все бросать. Спасибо, папа Свин. Теперь чертеж доставлен, и папа Свин может больше не ехать на работу. Ох, как хорошо. Папа, нам нужна твоя газета. Зачем? Делать бумажные самолетики. День рождения слоненка Эдмонда. Почтальон мистер Зебра привез в дом Пеппы письмо. Смотрите, кто-то получил приглашение. Должно быть, это мне. Здесь написано Джорджу Свину от слоненка Эдмонда. Пожалуйста, приходи ко мне. А там не написано Джорджу и Пеппи. Нет, только Джорджу. А я и сама не хотела идти на этот глупый детский праздник. Алло? О, это тебя, Пеппа. Слоненок Эмили. Алло? Здравствуй, Пеппа. Ты хочешь прийти на день рождения Эдмонда, как моя подруга? Ой, да, конечно. Мама хочет, чтобы мы помогли ей с малышами. Помочь? Да, я могу помочь. Дэнни и Сьюзи тоже помогают. Отлично! Все приехали к слоненку Эдмунду. О, помощники прибыли. Здравствуйте, миссис Слон. Начнем праздник. Кто хочет играть в музыкальные статуи? Надо делать так. Танцуйте, пока играет музыка. А когда она остановится, замрите, как статуя. На старт. Внимание, начали. Плечи и коленки. Да танцуйте, чего вы стоите? Плечи и коленки. Вот это еще моргает. Выбываешь. Глазки, ушки, рот. Ты двигался, Джордж, ты выбыл. Эдмонд и Ричард выбыли. Победила Заза. Ура! Ты получила медаль. Она из настоящей золотой пластмассы. Мама, музыкальные статуи закончились. Прекрасно. Теперь сыграем в «Передай сверток». Пока играет музыка, передаете сверток по кругу. Когда музыка остановится, снимите с него обертку. На старт, внимание, начали! Джордж, передай сверток дальше. Эдмонд получил медаль. Поскорее, Ричард. Просто сними с него обертку. Ричард получил медаль. Джордж получил медаль. Передавайте сверток. Ну вот, Джордж не отдает сверток. Нет, Джордж, это медаль Зазы. Огромный мишка. Эдмонд выиграл. Мама, игра «Передай сверток» закончилась. О, прекрасно. Теперь пора за стол. О, помощники заняли все места. Это день рождения Эдмонда. Помощники могут поесть после малышей. Ой, да! Мы помощники! Сок, пожалуйста! Сок, пожалуйста! Сок, пожалуйста! Желе, пожалуйста! Желе! Желе! Еще, пожалуйста! С
днем рождения, Эдмунд! С днем рождения! Праздник закончился. Спасибо моим помощникам. Вы все очень хорошо поработали. Да, нелегко присматривать за малышами. Мне нужно прилечь. Мне нужен отпуск. Самая большая в мире грязная лужа. Пеппи и Джорджу пора спать. Так много дождя. Значит, завтра можно будет прыгать по лужам. Отлично! Слишком много дождя не бывает. Пришло утро. Ура! Грязные лужи! Ой, здравствуйте, миссис Утка. Вы что здесь делаете? Ух ты! Дождь вызвал наводнение. Наш дом — пустынный остров. Грязные лужи, я иду к вам! Уи! Ой! Кто налил сюда столько воды? Как мы привезем еду? Папе придется плыть в магазин. Прибыл дедушка Свин на своем катере. Эй, на берегу! Прекрасная погода для морской прогулки. Да, Мы плывем в магазины. Вам что-нибудь нужно? да, пожалуйста. Вы можете привезти нам помидоров и спагетти? Помидоры и спагетти. Попугай Полли повторяет все, что говорят. Полли будет у нас списком покупок. Кто умный попугай? Кто умный попугай? Можно нам с вами, пожалуйста? Все на борт! Смотрите, это дом овечки Сьюзи. Мы плывем в магазины. Вам что-нибудь нужно? Мама, нам нужно что-нибудь из магазина. Да, нам нужна еда на обед. Шоколад, пожалуйста. Шоколад. Здравствуй, Дэнни. Здравствуй, Пеппа. Я помогаю своему дедушке. Мы спасаем народ. Отличная для этого погода. Вам нужно что-нибудь из магазина? Может, газета? И картинки. Газета, картинки. Дедушка, а что это торчит из воды? Подлодка! По боевым местам! Эй, на борту, мои дорогие! Это дедушка Кролик на своей подлодке. Чудный день для морской прогулки. Только море и небо. Я мог бы рассказать вам... Тебе нужно что-нибудь купить? Да, сыру, пожалуйста. Катер дедушки Свина приплыл к магазину. Здравствуйте. Сегодня очень тихо. Вы мои первые покупатели. Может, из-за наводнения? Смешно, правда? Небольшой дождик, и все сидят по домам. Что вам нужно? Список у Полли. Кто умный попугай? Кто умный попугай? Мамочки, Полли забыла список. К счастью, я помню, что нужно всем. Сыр! Спасибо, Пеппа. Ты молодец. Газета и картинки. Спасибо, Пеппа! Как хорошо, что Пеппа отправилась в магазин, а то у нас нет ничего на обед. Вот ваш шоколад. Теперь мы можем обедать, мама. Пеппа и Джордж вернулись домой. Им пора спать. Наступило утро. Ой, Вода ушла, но оставила большую грязную лужу. грязные лужи! Это самая большая в мире грязная лужа! Домик
сегодня канун Рождества. Кто хочет пойти поздороваться с Санта-Клаусом? Мы! А мы что, поедем на Северный полюс? Ну зачем же так далеко, Пеппа? Но ведь Санта-Клаус живет на Северном полюсе. К счастью для нас, он ненадолго остановился на рождественской ярмарке. Пеппа и Джордж отправились на рождественскую ярмарку. Всем здравствуйте! Привет! Все на борт поезда эльфов! Держим путь к домику Санты! Сьюзи, а о чем ты сегодня попросишь Санту? Я пока не знаю. А ты о чем попросишь? Я бы хотела куклу, которая ходит, разговаривает и непременно закрывает глаза, когда спит. И я ее тоже попрошу. Интересно, как Санта запоминает, какую игрушку кому он пообещал. Он составляет список. Его сани должны мчаться изо всех сил, чтобы успеть объехать весь мир за одну ночь. У него супер сани! Санта-Клаус такой старенький. Ему 100 и еще 100 лет. Ух ты, даже старше моего дедушки. Домик Санта-Клауса! О-о-о! Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Санта-Клаус! Вы хорошо себя ведете? Да! А все ли вы содержите в чистоте свои комнаты? Да! А ты? Хо-хо-хо, конечно! А теперь подойдите и скажите, чего бы вам хотелось на праздник? Можно футбольный мяч, пожалуйста? Ксилофон, домино. Магический шар, пожалуйста. Гоночную машину. Мячик, попрыгун. Бум-бум-бум. А можно поезд? Игрушечный, надеюсь. Какой еще игрушечный, настоящий? Я буду катать на нем самых настоящих пассажиров. Хо-хо! Посмотрим, смогу ли я. Так, надеюсь, это все? Мы с тобой никогда не встречались? Прости, дорогая. Как тебя зовут? Я свинка Пеппа. Мы встречались, точно. Ах, да! Очень рад тебя видеть, Пеппа. Что бы ты хотела получить на Рождество? Я бы хотела куклу, которая умеет ходить, говорить, а еще она сама закрывает глаза, когда спит. Можно? Мне то же самое, пожалуйста. Вот и договорились. Надеюсь, ты знаешь, где я живу, верно? Знаю. А сколько тебе лет? О, мне 100 и еще 100 лет. Что я говорила? До свидания, Санта-Клаус! Не забудьте оставить мне сладкого пирога и... Сока! Мы и так помним. А еще морковки для оленей. Хо-хо-хо! Пеппа и ее семья поехали домой после рождественской ярмарки. Папа, а почему у нас в машине сумки с вещами? Мы будем встречать Рождество у бабушки с дедушкой. О, но Санта не имеет понятия, где они живут. Не волнуйся, Пеппа. Санта-Клаус знает все. Бабушка-свинья, совсем скоро Рождество. Да, и у меня для вас есть очень важное задание. Замешивая тесто для пудинга, полагается загадать желание. Пеппа и Джордж загадывают желание. Гоночную машинку. О, не говори мне, о чем оно. Вот сладкий пирог, а это сок для Санта-Клауса. И сладкая морковка для его оленей. Кто мог прийти к нам в столь поздний час? Мы ничего не покупаем. Волна постучится, радость Рождества Это ряженые. не оставит в этот год тебя. О, счастливого Рождества! Пеппе и Джорджу уже давно пора спать. Когда я была маленькой свинкой, я спала в этой комнате. Скажи, мама, ведь Санта знает, где живут бабушка с дедушкой, верно? О, да! Раньше он много раз уже бывал здесь. Спокойной ночи, Пеппа. Сладких снов, Джордж. Пеппа и Джордж давно уже спят. Но когда они проснутся, наступит красивый зимний праздник. Визит Санты. Сейчас очень раннее рождественское утро. Пеппа и ее семья остались ночевать в доме у дедушки с бабушкой. Джордж, вставай! Санта уже приходил! Мыльные пузырики, картинки и мандарины. Мама, папа, наступило Рождество! Кто? Еще очень рано.
рано, Пеппа. Лучше пойди поздравь с праздником бабушку и дедушку. Бабушка! Дедушка! Без паники, лапы на палубу. Рождество! Сейчас только 3 часа утра. Но Санта уже приходил. А если он все еще здесь, мы его увидим? Нет, Санты здесь нет. Смотрите, морковка, сок и сладкий пирог исчезли. От пирога только крошки. Да, Санта очень любит сладенькое. А под елкой коробки с подарками. Я попросила Санту принести мне куклу. Может, откроем их прямо сейчас? Большие коробки мы откроем только после праздничного обеда. Ну, ладно. Пеппа и ее семья сели за праздничный стол обедать. Давайте взорвем хлопушки. Там внутри красивые короны. И свистульки для праздника. А еще шутки. Что там дрожит в небесах? Я не знаю. Вертолет из желе. Праздничный пудинг — просто объеденье. Пеппа и Джордж помогали мне его печь. Мы его вымешивали. А ты успела загадать желание, Пеппа? Да, я попросила, что... Не посвящай нас. Давайте откроем подарки. Ух ты! Вот это подарок для Джорджа. Какие прекрасные гоночные машины. По-моему, они тут что-то намудрили. Дайте-ка мне посмотреть. Это сюда, вот это сюда, а вот это, наверное, будет вот здесь. Ну, погоняем. На старт! Внимание! Марш! Эй! Папе и дедушке очень нравится играть с гоночными машинками. Кажется, это подарили Джорджу. По-моему, Джорджу больше нравится играть с коробкой. А вот это твой подарок, папа Свин. О, носки. А мне подарили носки. Носки! Носки. Носки? Ну, а последний подарок должен быть для... Меня! Я просила Санту принести мне куклу, которая сама ходит, сама говорит, а еще закрывает глаза. О, корм для птичек? Корм для птичек! Это подарок для попугайчика Полли. Но он же был самым последним. Санта просто забыл обо мне. Слушаю. Можно мне поговорить со свинкой Пеппой? Пеппа, тебе звонит Сьюзи. Здравствуй, Сьюзи. Ты уже получила свою куклу? Нет. А я получила. Она умеет плакать, смеяться, закрывать глаза. В общем, она все умеет. Значит, Санта отдал мой подарок тебе? Нет, на подарке написано «Овечки Сьюзи». Санта просто забыл обо мне. Хо-хо-хо! Санта как раз возвращался домой. Ну, кажется, в этом году я успел разнести все подарки. О, а это что осталось на дне саней? Санта никак не мог забыть о тебе. Я ведь была послушной свинкой, правда? Хо-хо-хо! Санта! Добрый день. Он спустился по нашей трубе. Он так и сделал, бабушка. Вот твой подарок, Пеппа. Прости, что я немного опоздал. Моя кукла! Спасибо тебе, Санта. Не хотите рождественского пудинга? Джордж и я загадали желание, когда его месили. Прекрасно. И я загадала, чтобы к нам в гости приехал Санта. И ты приехал все-таки. Хо-хо-хо!